Всем привет! Как вы знаете, я люблю разные средневековые штуки, потому что я делаю средневековые доспехи. Так вот, автор канала Hamster Time прислал мне уникальную вещь. Это древняя крица, которой лет 600. Вообще он, я так понял, с друзьями любит часто ездить с металлоискателем по различным таким местам, где можно найти военные снаряды Второй мировой. И однажды он нашел захоронение времен Киевской Руси, и, вероятно, это клад кузнеца, потому что там было найдено около 12 штук заготовок кричных, то есть это будущий металл, из которого делаются различные инструменты, и они недозавершены. И я попробую это доделать. Это еще не полностью готовый материал, и его нужно доделывать, чтобы получить сталь. Кроме крицы, в посылке были еще вот эти железяки. Это остатки ножа, гвоздь, по-моему, это вообще какая-то или пряжка, или кресало, возможно, вот такие кресала, чтобы высекать огонь. В общем, продукт средневекового какого-то старинного кузнеца, который что-то делал для своих односельчан, возможно. Не знаю, что я с этим сделаю, может как-то все это перековать в единый слиток с помощью кузнечной сварки. Правда, возможно, что металл уже довольно уставший, и он будет очень слабым. Я не специалист в этом, поэтому не знаю. Знаете, можете написать в комментариях, вообще старое железо, оно еще пригодно в использовании, если его перековать, или оно уже все? По идее, здесь множество вкраплений металла и множество мусора, который нужно выдавить. Чтобы вообще я имел возможность работать с этой крицей, мне нужен определенный инструмент, а именно клещи. Поскольку я доспешник, то у меня в мастерской есть только 2 пары клещей. И они не подходят, они довольно маленькие. Вот. Я не могу взять этот кусок. Поэтому перед работой с самой крицей мне нужно сделать клещи. Именно такие клещи я сейчас буду делать. А перед началом работы хочу рассказать забавную историю, которая называется локтевой бурсит. Когда я делал клещи, немного на холоде работал, и локоть воспалился. Забавность истории в том, что описание к этой болячке звучит так. Характерное повреждение локтя для шахтеров и офисного планктона. Я не подозревал, что парни в офисах так пашут, что у них аж локти трещат. Ну а если серьезно, то при работе за компом локти постоянно на твердом столе и могут потихоньку травмироваться. Что может скрасить больничные будни, пока болеешь? Конечно же, мобильная игра Raid Shadow Legends. Вы можете играть в Raid как на смартфоне, так и на ПК. И как и мобильная версия, игра бесплатная. Это RPG в стиле темного фэнтези. Суть игры проста. Собирайте команду героев, которые дополняют друг друга способностями, и отправляйтесь на битвы в подземелья или с клановым боссом. Плюс в том, что вы можете выбирать режим автобой, и герои сами будут принимать решения в драке. В чем смысл тогда играть, спросите вы? Так вы не занимаетесь часами их скучным гриндом и прокачкой, а в самых ответственных битвах уже лично командуете героями. Я пока лежал с температурой от локтевого бурсита, голову напрягать вообще не хотел, а такая игрушка на телефоне может скрасить скучные часы выздоровления. Одна из классных вещей в этой игре — это то, что ваших худших чемпионов можно использовать в качестве жертвы, чтобы повысить ранг более сильных чемпионов. Да, суровый закон джунглей. Побеждай или умри. Raid постоянно выпускает новых чемпионов, и вот концепт-арты некоторых из них. Обратите внимание на детали этих персонажей. Качество и детализация очень хорошие для мобильного гейминга. Мне очень нравятся дизайны героев, которые прорисованы в разных узнаваемых стилях. Ссылка на скачивание игры в описании под видео. Качайте Raid по моим ссылкам, и как новый игрок получите 3 древних осколка, запас энергии, 100 тысяч серебряных монет, а также крутого чемпиона-законницу в качестве бонуса. Ну а теперь переходим к изготовлению клещей. Погнали!
вещи практически готовы. Проверяем, смогу ли я взять эту крицу вообще. Да. Теперь я смогу ее мощно прогревать в горне и начинать ковать. Никогда такого не делал, вообще это не мой профиль. Но попробуем. Ну а по клещам осталось пару маленьких штришков. Я вот хочу убрать здесь острые края, вот есть, которые будут врезаться мне в материал. Теперь нужно эту крицу прогревать. Причем прогревать ее нужно до температуры кузнечной сварки, то есть примерно до 1100 градусов. Если честно, я не знаю, дает ли мой горн 1100 градусов, и вообще кузнечную сварку я еще не делал, так что вот сейчас вот мы все вместе и попробуем, что у нас получится или не получится. Я там немного горн модернизировал, поэтому пойдем покажу. У меня горн газовый с инжекционной горелкой. Это означает, что здесь, в этом месте, воздух поступает сам, без давления, и горн работает. Этого хватает для того, чтобы ковать какие-то простые вещи. В общем, для обычной художественной ковки этого за глаза хватает. Но для кузнечной сварки нужно больше напора. Поэтому я ничего умнее не придумал. У меня вот там вытяжка есть там. Эта вытяжка теперь мне гонит воздух прямо в эту горелку. Получился такой поддув. Он, конечно, не слишком мощный, но и горн у меня не рассчитан на огромные температуры, поэтому вот с этим делом я сейчас и буду пробовать. А теперь я включу вытяжку. Для тех, кто не понял, что там вообще за гофра в стенку уходит, смотрите, вот там у меня вытяжка из помещения. Вон она. По идее, она у меня просто очищает воздух немножечко, забирая горячий воздух, когда я работаю по центру в этой комнате. Но теперь она мне как бы нагнетает воздух в горн, и она служит нагнетателем воздуха. Я как человек не совсем кузнец, поспрашивал у кузнеца. Значит, суть в следующем. Эту крицу мне необходимо сварить друг другу. Даже не так. В крице есть фрагменты шлака и фрагменты металла. Так вот, эти кусочки металла нужно слепить, сварить друг к другу. В этом мне поможет вот эта бура. Вообще, любая кузнечная сварка делается с бурой. Она покрывает поверхности раскаленного металла и не дает этой поверхности окисляться. Если металл окисляется, то появляется оксидная пленка, которая препятствует сварке кузнечной. То есть металл друг в друга не входит. Когда мы бьем по нему, не происходит диффузии между молекулами металла. С помощью буры мы убираем оксидную пленку, и таким образом мы можем спаять, слепить два куска металла. Так вот, как я понял, мне нужно эту крицу хорошенько проковать, выдавить весь шлак и по возможности сварить кусочки металла друг другу. И в этом мне поможет вот эта бура. Никогда ничего подобного не делал, делаю первый раз и пока что сомневаюсь, получится ли вообще. Древняя крица, которой более 600 лет, в современном газовом горне. Попробуем просыпать бурой сейчас.
Кстати, вот эта бура, она стекает по крице и падает на дно горна. Именно поэтому я на дне горна постелил стальную плиту, чтобы она не разъедала мне футировку в горне. Странно, но рассыпается. Наверное, мне не хватает температуры сейчас, и она не склеивается, она просто сыпется на такую фигню. Рассыпалась просто в порошок. Обидно. Вот это не разрушилось, вот оно пластичное, вот это вот. Дошел до того, что мой блинчик уже трудно держать клещами. Поэтому я попробовал разломать и один из кусков приварить, приклеить сверху. Если это получится, то я как раз буду перемешивать эту всю массу и вклепывать ее. Если она рассыпется, то она рассыпется. Вот в первоначальном состоянии она как губка, то есть там множество каких-то шлаков, возможно пустот каких-то, и вот сейчас она не такая уж тяжелая, но чем больше я проковываю свою детальку, свой материал, он вроде маленький, но такой становится более увесистым. И самое интересное, у меня уже получилось два куска влепить обратно, то есть у меня крица разваливалась, пару кусков отвалилось, и я их сверху обратно вот вжал обратно в этот блинчик. И теперь вот этот огромный кусок, он у меня уже таким тонким блинчиком. Может, у меня даже что-то получится. Центр получается. Я сейчас края отломал, они легко отломались, но чувствуется, что хрупкое. А вот центр я пытался выломать, и он твердый, это хорошо. Вот очередные два кусочка я отломал, и сейчас обратно буду ложить сверху и вклепывать, чтобы получилась однородная, твердая, крепкая масса. По центру прям звон. По углам еще чувствуется, как будто губка такая. А центр почти как сталь. Ничего себе. Я на самом деле уже второй раз делаю это. Первый раз я пробовал эту крицу проковать. У меня, во-первых, поддува не было хорошего нагрева. А самое главное, не было клещей. Вот сейчас клещи обхватывают по бокам
кусочек крицы и не дают разваливаться, ну, рассыпаться в стороны и держат в одном месте, ну, в одной форме держат клещи. И это намного удобнее. Поначалу, конечно, думал, что ничего не получится вообще, но сейчас видно, что кусок не развалился полностью, и я до сих пор с ним работаю, и даже остатки его, такие фрагменты, я обратно его вклеиваю и проковываю. Это хорошо, наверное. Сейчас этот кусок крицы, это не как металл вообще ощущается, это куски мусора какого-то, которые расплавлены под большой температурой, и их можно как-то вот слепить. И чем больше я слепливаю, тем он вроде бы крепче и тверже становится, но пока что я не понимаю вообще, куда я движусь. Вот сейчас получается довольно успешно в центр блинчика все фрагменты, которые у меня отпадают, запихивать обратно, но вот края этого блина, они у меня рассыпаются. Я пытался вот ставить на ребро и забивать, все равно все сыпется. Но пока что, наверное, буду пробовать в центр все, в центр запихивать, пока у меня не получится однородный кусок, который я смогу с разных сторон клепать и сильнее с ним работать. Пока что я даже боюсь по нему сильно ударить, он может разлететься на куски. Такими маленькими ударами загоняю, ну, как снежку леплю, получается, она довольно рыхлая и очень горячая. Кстати, заметьте, что я после каждого раза остужаю клещи. Клещи у меня сделаны из СТ3. Это конструкционная сталь, которая не калится. Если бы здесь была углеродистая сталь, которая могла подкалиться, был бы высокий шанс того, что неоднократными остужаниями горячих клещей я мог бы подкалить случайно этот материал, и в конце концов они бы треснули. Но из-за того, что здесь просто сталь 3, они не треснут, потому что они не могут закалиться. Вот так. Сейчас блинчик ковал, и он опять кажется рыхловатым. Возможно, я куски, которые вклеивал сверху, этими кусками разрушил монолитную часть, которую мне получилось сформировать. И теперь верхние слои разрушили мне основание. Не знаю, сейчас буду еще раз клепать, посмотрю. Что-то похожее на металл, который не рассыпается. Вот если я бью шлак, он рассыпается в мусор. А этот такой склепанный, и он вязкий, то есть он деформируется. Да, это похоже на частичку металла. Этот блинчик надрубить зубилом на горячо и загнуть. Сейчас попробуем. Вот там, где я рублю, очень похоже, что есть вкрапление стали. А вот рядом такой шлак, который разваливается. Обидно. Разрубить не получилось, все-таки еще неоднородная масса. Хотя по центру вроде хорошо, но вот по краям это
такой мусор какой-то, который разваливается. Сейчас я его еще хочу разломать. Так вот. Кусками надо склеить теперь. Фрагмент такой твердый, по-моему. Примерно 3 часа и с переменным успехом. То вроде бы кажется, что я начинаю нагнетать твердый кусок, то он в итоге разваливается. Сейчас мне кажется, что по центру тут довольно хорошая однородная масса. Я сейчас его остужу и сделаю разрез болгаркой. Посмотрим вообще, что там на срезе будет. Да, кусочки я сохраняю, потому что я надеюсь все-таки еще повариваю в цельный кусок. Вот этот кусочек получился у меня из двух вот таких. Правда, у меня еще много мусора вот осталось, которые я собираю и потом постепенно вклепываю. Ну, немного по полу раскидалось. Ну да, оно как губка сначала. Довольно быстро вот этот кусочек крицы превращается в блинчик. А потом с ним, в общем-то, геморрой. Как его там собирать? Ого! А тут довольно вроде много что-то такого столистого. Это реально сталь! Капец! Я не думал тут куча шлака сейчас будет. Не, ну да, это галимая сталь, она вон сыпется, крошится. Но это, блин, не кусок говна. Классно. Я думал, будет хуже. А ну сейчас мы еще шлифуем это дело. Вообще зашибись. Может, я плохо проварил ее, вот значит рассыпается, наверное, нужно еще хорошенько проварить. И, наверное, у меня вот в горне не хватает еще температуры, чтобы так мощно ее нагреть и подварить. Но в целом это, блин, неплохо. Да, я под конец работы на самом деле думал, что получится что-то намного хуже. Я не думал, что здесь будет такой белый срез и очень много стали. И когда я ковал, мне казалось, что там просто куски мусора отлетают, и внутри тоже ничего такого хорошего нету. Но в целом здесь прям все белое. Есть, конечно, вкрапление шлака вот здесь, есть черненькое. Ну и вообще видно, что у меня множество слоев, которые еще не склеились. Да, вероятно, это недостаток температуры. Вообще, если вы знаете, если вы знающие кузнецы, которые умеют делать кузнечную сварку или делали что-то с крицей, блин, напишите, как это делать правильно и где именно я делал ошибки, какие ошибки я допускал. Еще раз огромное спасибо автору канала Hamster Time за предоставленную возможность поработать с древней крицей, которой 600 лет. Это 600 лет назад какой-то мастер, кузнец что-то делал, и его материал остался и дошел до меня. Это на самом деле очень, очень удивительно. Я всегда с трепетом держу в руках вещи, которые сделаны в старине, и представляю, что в
те времена жили люди по-другому, и вообще менталитет был другим, и жизнь была другой. И эти вещи доходят сейчас до меня, и я их трогаю, и что-то из них даже могу сделать. Это удивительно. Ну и по традиции огромное спасибо патронам этого канала, которые вдохновляют меня на такие эксперименты и толкают на различные исследования, скажем так. Спасибо вам огромное. Ну и спасибо всем, кто досмотрел до конца. Всем пока!